Всем здоровенько. Это уже 4-я часть RPG мечты, и я знаю, как сильно вы любите эту рубрику, но на создание каждой части уходит очень много времени и сил, буквально по 2-3 недели непрерывной работы, поэтому, чтобы я знал, нравится ли вам эта рубрика и хотите ли вы продолжение, давайте соберем под этим видео 50 тысяч лайков. Если под видео соберется 50 тысяч лайков, значит 5-я часть все-таки будет, так что не ленитесь и ставьте свою оценку внизу. Ну а теперь это небольшое вступление, дабы объяснить, что вообще происходит в видосе и над чем, собственно, смеяться. Мы с Никитой зашли на сайт, который пишет историю в зависимости от того, что ты впишешь. То есть ты выбираешь сеттинг персонажа, тебя вбрасывает в ситуацию и погнали. Ты можешь хоть голым всю игру ходить, хоть сношаться с каждым встречным, ну и так далее. Вообще, то есть что угодно делать. Ну и вот мы поиграли, в итоге оказалось неожиданно смешно. Я это все смонтировал, визуализировал и, соответственно, предлагаю вам оценить сие творение. Так что делитесь мнением в комментариях, ставьте лайки и приятного просмотра. Муа. Ну давай фэнтези попробуем, да? Фэнтези. Пизант, блядь, пизант есть. А кто это? Это крестьянин сельский? Как зовут нашего крестьянина? Гера. Глеб. Сука, меня зовут. Буду Глебом. Вы Глеб, крестьянин, живущий в небольшой деревне в королевстве Ларион. У вас есть виллы и больше ничего. Голый, с вилами, просто в поле. Вы идете на свои поля и начинаете работать. Вы смотрите вверх и видите летящую к вам черепаху. Чё? Вы бросаете в него вилы, но промахиваетесь. Он приземляется рядом с вами и освобождает пассажира. К вам спускается милая дама с белыми волосами, одетая в зелено-розовые наряды. Кинув в нее вилы. Окей, сейчас. Вы кидаете вилы в даму. Они пронзают ей живот, и она падает мертвой на землю. Из ее рта выходит маленький человек. Я просто представляю, черепаха такая с неба, такая... Женщина выходит, волосы растрепаны, ветер колышет платье, типа, и ты просто... Человек изо рта выходит. Ну растопчи его, блядь, хуля. Секшн с первой же секунды. Ну ты пизан, блядь, ты не понимаешь, у тебя вилы и все, блядь. Вы наступаете на маленького человека, и его крики заглушаются хлипающими звуками, которые он издает. Вы возвращаетесь домой и рассказываете всю историю своему дедушке. Дедушка был мертв. Как будет стащить одежду сейчас? Украдите одежду мертвого дедушки. Квест, знаешь, В голове такой... Да. Вы продолжаете жить в деревне, и проходит много лет. В конце концов, вы встречаете странствующего торговца по имени Варт. Он задает вам несколько вопросов о том и о том. В конце концов, бородавка спрашивает... Какая нахуй бородавка? А, Варт это его зовут. Да, он перевел, видимо. Что случилось с дамой, которую ты убил? Она мертва, ё-моё. Вы говорите, она мертва, ё-моё. Торговец кажется озадачен. Он говорит вам, что не думает и что дама все еще жива. Бородавки, сказки, иди спать, не отказывайся. Вард смотрит на вас с жалостью. Зачем ты убил ее, если она мертва? Пырнуть его вилами, может быть, хули доебался. Ну давай молотком ему в челюсть. Втащить купцу молотком в щечло. Ты бьешь купца по щеке. Молоток соприкасается с плоской стороной его лица, и он падает на землю. Вард кричит от боли, и вокруг вас быстро собирается толпа. Они приковывают вас к дереву, и кто-то поджигает дерево. Нихера себе. Крики Варта настолько громкие, что у вас начинают трещать барабанные перепонки. Собака-вонючка только что сделала... Это какой-то просто сюр. Просто на фоне толпа сжигает меня в дерево. И просто таким пиу-пиу. И собака-вонючка такая первые шаги делает. Вы убегаете из деревни, потому что боитесь, что вас поймают. Вы идете, пока не находите дом. Он сделан из дерева, как и все, что вы видели. Это был дом короля, напиши. Это был королевский замок, спрятанный в лесу. У короля внутри много прекрасных принцесс. Вы толкаете дверь и заходите внутрь. В дальнем конце комнаты находится лестница. Вы поднимаетесь по ней и попадаете в башню. На верхнем этаже есть дверь. Нок-нок. Вы кнок-кнок, блин, я ж постучал. Глеб, ты кнок-кнок, все самое. Вы идете по коридорам в поисках принцесс. Просто такой, ты не пускаешь такой. Еще так, знаешь, резко головой. Да. Смотри, где принцессы.
На первом этаже принцесса ест хлеб с джемом. У нее длинные вьющиеся светлые волосы. Вторая принцесса уродливая и носит черную мантию с капюшоном. Я ненавижу мужчин. Они ненадежные создания. Я хочу забрать у них хлеб с джемом. Забрать хлеб у принцессы и разбить банку джема об голову. Уродливый принцесса. Вы бьете принцессу хлебом по голове. Она кричит и падает на пол. Принцесса умерла. Принцесса была восхитительна. От хлеба. Теперь ударь в уродливую принцессу, ё-моё. Признать уродливую принцессу. Да. Нет, нет. Да. Ты изнасиловал уродливую принцессу. Вы берете нижнее белье принцессы и натягиваете его через голову. Чего? Принцесса какое-то время борется, но вы слишком сильны. Вы ненавидите принцессу. Вы берете банку принцессы с вареньем и намазываете ей лицо и волосы, чтобы выглядеть как... Я боюсь. Это реально маньяк. В комнату входит принцесса. Надо, знаешь, сказать, типа, как дела, сестра? Вы говорите, как дела, сестра? Принцесса потрясена вашей ужасной маскировкой. Кто ты? Вы хватаете принцессу и толкаете ее на кровать. Ты засунул это в нее и смеешься. Чё? Чё я засунул в нее? Я не хочу ничего в нее засовывать. Это, типа, вообще ужасно. Это видео моя мама посмотрит. Типа, Да вытащи. вытаскивай. Схвати ее и требуй выкупу короля. А, давай. Взять принцессу в заложник и требовать короля. Я просто хочу короля. Вы запираете принцессу в комнате и покидаете замок с ее нижним бельем. Вы находите карету короля и требуете, чтобы он вручил вам все деньги в своей карете. Кинг засмеялся и отдал вам ключи от своей кареты. Вы сажаете принцессу в карету и покидаете замок. Бюстгальтер твоей сестры такой маленький, что тебе почти не идет. Нахера я его надеваю? Глеб, нахера ты его надеваешь? Сожги замок. Сожги, пора сжечь. Взорви замок. Взорвать. Замок пуками. Вы делаете большой пердун. Замок начинает рушиться. Он начинает падать вокруг вас. Он такой большой, что раздавит несколько вагонов. Найди труп короля. Вы ищете тело короля в развалинах замка. Вскоре вы найдете его разбитое тело. Король мертв! Вы кричите, убегаете с места аварии. Вы берете королевскую корону и надеваете ее себе на голову. Теперь у вас есть вся власть в мире! Ну давай какую-нибудь, может, мистику сюда загоним. Карета превращается в тыкву. Не, пускай лошади и кучер превращаются в карету. Во вторую карету. Вы входите в таверну, просто толкнув дверь и войдя внутрь. Вы садитесь за стол с бутылками вина и начинаете пить. Вы падаете со стула и теряете сознание. Когда вы просыпаетесь, королевская стража направляет на вас свои мечи. Вы говорите: король мертв, да здравствует король. Вы не узнаете этого человека. Он хватает свой меч и отрубает тебе голову. Стража пропустила его, потому что он король. Хорошо, что ты сказал принцессе носить нижнее белье. Теперь ты мертв, и ты сделал мир безопасным для будущих принцесс. Чего? Да ну на! Для будущих принц. Тебя просто пьяным зарубили в таверне, блин. Эта история началась мгновенно и также мгновенно закончилась ни на чем. Ёбаный рот.